Добрый день, дорогие пекари! Я только что вернулась из магазина, купила вот такую замечательную капусту, и сегодня я хочу провести эксперимент. Я хочу попробовать заквасить эту капусту при помощи хлебной закваски и посмотреть, получится ли это вкуснее, лучше или наоборот не получится. И вообще, получится ли хоть что-то. Я не знаю, я делаю это впервые. Вы увидите все как есть. Поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь с друзьями и знакомыми. Пишите свои вопросы и комментарии. Не забудьте подписаться, кстати, на мой канал. В основном мы здесь говорим о хлебе, но и я стараюсь использовать закваску во всяких других неожиданных способах применения. Давайте начинать эксперимент. Сейчас начну с шинковки капусты. Я нашинковала капусту, натерла морковь. Смешиваем. Сюда же добавлю приправ и специй. Немного тмина, примерно пол чайной ложки. Я не взвесила, сколько у меня было капусты, но вы видели средний вилок. Добавляю барбарис, черный перец горошком и душистый перец. Все примерно по 1–2 чайных ложки. Конечно, нужно посолить. Соль я никак не отмеряю, не взвешиваю, просто солю, перемешиваю и затем пробую. Капуста должна быть заметно соленая. При перемешивании слегка сжимаю с солью, чтобы капуста выделила сок. Перемешала. Вижу, что капуста заблестела, значит сок выделяется. Пробую. Пробую в нескольких местах на случай, если вдруг недостаточно хорошо перемешана. Соль должна чувствоваться прям очень хорошо заметно. Перемешиваю еще раз. Ну а теперь мой секретный ингредиент. Это ржаная закваска. Она у меня подходила в тепле. Я думаю, что неважно, густая у вас закваска, как у меня, или жидкая. Отломлю кусочек. Сейчас взвешу для точности. Здесь у меня 27 граммов. Я думаю, что потребуется меньше, но пока возьму вот такой кусочек. Приготовила 2 вот таких пластиковых ведерка. Буду раскладывать в них поровну. Часть я положила. Вот в это ведро я буду добавлять закваску. Отщипну 2 кусочка. Или можно 4 помельче. И брошу в капусту. Сверху накрою еще капустой. А сюда просто добавлю капусту. Так, здесь не видно было, да? Беру закваску, отщипываю. И добавляю вот такие размером чуть больше горошины кусочки. А сверху еще капусту. Ну вот, собственно, все. Я не всю закваску использовала. Сейчас взвешу остаток. Было 27 граммов. Здесь осталось 22, то есть всего 5 граммов закваски я положила вот на это количество капусты. Сколько здесь капусты? Вместе с ведерком 930 граммов, здесь 830 граммов. Чуть больше там, где у меня закваска. Прижимаю кулаком хорошо, сок выделяется, но не покрывает, поэтому нужно поставить обязательно груз. И здесь хорошо прижимаем. Дальше остается только поставить груз. Ставлю блюдечко. Здесь положу крышку. И банки у меня 2-литровые с водой будут в качестве груза. И убираем в теплое место. Чтобы хорошо у нас заквасилась наша капуста, нужно, чтобы было не холоднее плюс 25. 25-26. Вот прекрасная будет температура. Поставлю в шкафчик, где потеплее. Сутки после постановки капусты на брожение. Вот этот вариант без закваски. И практически я не вижу пузырей на поверхности. Вот этот вариант с закваской. И на поверхности пошли пузыри. Сейчас покажу поближе. Вот что я имею в виду. Пузыри на поверхности. Здесь пузырей нет. Беру 2 чистые вилки. Беру ту, которая без закваски. Соленая. Совершенно нет ощущения брожения. Беру ту, которая с закваской. Она соленая, но я уже чувствую ощущение покалывания на языке. То есть брожение пошло активнее. Беру 2 чистые деревянные палочки, но я прокалываю. И вы видите, как та, в которой есть закваска, газ активно начал выходить. Возвращаю блюдечко. И вторую капусту, где нет закваски, также прокалываю. Тоже есть выделение газа, но не так заметно. Накрываю. Сейчас ополосну донышки у банок и верну банки в качестве груза. Наступило утро следующего дня. Всю ночь у меня капуста стояла при плюс 26. Я поставила термометр и проконтролировала температуру. Давайте посмотрим, что же произошло. Это без закваски, это с закваской. Смотрим ближе на ту, которая без закваски. Снова взяла 2 чистые вилки, чтобы ничего не смешивать. Убираем крышечку. Палочкой
протыкаем, смотрим. Выходят пузыри, выходит газ. И сейчас попробуем. Пробуем. Пока кислоты во вкусе этой капусты не появилось, пока она еще солоноватая и пресноватая. Так, возвращаю крышечку и смотрим на ту, которая с закваской. Я думаю, что уже видно пену на поверхности. Смотрим ту, которая с закваской. Вот смотрите, какая пена на поверхности. Сквозь стенки ведерка очень хорошо это видно. Снимаю груз, беру вторую палочку. Оп. Вы видите пену. То есть капуста хорошо бродит. Прокалываем. Активно начал выходить газ. Попробуем. Капуста уже практически готова. В зависимости от того, какой вкус квашеной капусты вы предпочитаете, можно убирать ее уже сейчас в холодильник на хранение. То есть она приятно кислая. Очень вкусная. Она приятно кислая. Можно оставить ее до вечера, чтобы она еще чуть-чуть набрала побольше кислоты, но учитывайте, что она будет дображивать еще в холодильнике, поэтому можно прямо сейчас убирать ее в холодильник. Ну что, друзья мои, считаю эксперимент завершенным и вполне удачным. Здесь капуста, которая без закваски, я оставляю ее бродить еще. А здесь капуста, которая с закваской, ржаной, хлебной. И она фактически готова. Если вы любите покислее, можно оставить ее еще на несколько часов, либо до завтра. Ну а я сейчас переложу ее в более подходящую для холодильника тару и поставлю на хранение. Там она еще дойдет. Ну а в принципе уже сегодня вечером можно будет делать салат со свежей домашней квашеной капустой. И это очень вкусно, полезно, ну и здорово. И интересный эксперимент получился. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если вам понравился этот эксперимент. Как видите, мы с вами не только печем, но и проводим интересные всякие опыты и эксперименты. Подписывайтесь, если еще не подписаны, зовите своих друзей и знакомых, рассказывайте, что у нас здесь интересно. Всем спасибо за ваше внимание и просмотр. Оставайтесь со мной, и мы с вами еще приготовим много всего интересного.